Официально Белорусским уголовным кодексом рабство запрещено. А белорусская конституция так и вообще гарантирует справедливую долю вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением. И хотя на дворе уже давно компьютеры и эти ваши интернеты, а феодальный строй отменен, рабство в своем первозданном виде до сих пор цветет и распускается бутонами вот таких типичных заработных листков. Это только некоторые примеры типичных заработных листков белорусских заключенных, чьими руками выпущена мебель на выставке в польском городе Познань, а также многие другие промышленные товары. Все расчетные листки предоставлены или родственниками, или лично заключенными. От 0 до 14 евро. И 14 евро это в лучшем случае в месяц. Все листки являются стандартными. Для справки. В Беларуси средняя заработная плата свободного человека за март 2019 года официально составляет 408 евро. Именно о таком системном рабстве на государственном уровне мы и поговорим. А перед тем, как начать, не забудьте поставить лайк прямо под этим видео и подписаться на наш канал. Каждый ваш лайк – это не только благодарность, но и гарантия, что это видео увидит как можно больше людей в Беларуси. Поехали! Белорусское государство активно использует рабский труд совершенно разных социальных групп на государственных предприятиях. Чаще всего это рабский труд заключенных, и алкоголезависимых людей, помещенных в подобие тюрем, которые называются сегодня ЛТП, то есть лечебно-трудовые профилактории. Использование рабского труда данными группами не ограничивается. Сложно сказать, сколько на сегодня рабов в Беларуси. По нашим примерным оценкам, количество государственных рабов составляет примерно 38 тысяч, может 40 тысяч человек. А если обратиться к данным глобального индекса рабства, то в их антирейтинге Беларусь занимает 20 место среди 167 стран. Согласно данному исследованию, 103 тысячи белорусов находятся в рабстве. Правда, в исследовании не уточняется, в рабстве у государства или у криминальных структур. В Беларуси рабство – это системное рабство. Рабский труд используется государством, которое прикрывается действующими законами и практиками. Белорусские рабы – это государственные рабы, то есть люди, работающие на государственных предприятиях. Доходы государственных предприятий, использующих рабский труд, официально идут в белорусский государственный бюджет. Собственно, схема попадания в рабство очень простая. Государство забирает белорусского гражданина, иногда даже с 14 лет, чаще всего за какую-то мелкую провинность, ошибку или болезнь, например, алкоголизм или наркоманию, в рабство на продолжительный период, некоторых до 25 лет, где молодые люди должны работать за плохую еду из страха быть подвергнутыми жестокому обращению и пыткам, если они не будут принудительно работать. Сегодня не получишь, совсем не получишь. Работают белорусские рабы практически бесплатно. Продукция, сделанная руками белорусских рабов, активно идет на экспорт в разные страны, в том числе на Запад. Вот пример той мебели, которую Департамент исполнения наказаний активно экспортирует на Запад. Вы запомнили цены? Мы к ним еще вернемся. На данный момент белорусская продукция, сделанная руками государственных рабов, экспортируется в 21 страну мира, включая Великобританию, Германию, Францию и Бельгию. Объемы заработка белорусского государства на рабах впечатляют. Для сравнения, в 2018 году белорусские государственные предприятия, использующие рабский труд, заплатили в 1,5 раза больше налогов в белорусский бюджет, чем предприятия, зарегистрированные при Министерстве промышленности Беларуси. Белорусское государство активно продвигает продукцию, сделанную руками белорусских рабов, и на престижных международных выставках. Например, 12-15 марта 2019 года в Познане, это Польша, прошла крупнейшая международная выставка «Мебля Польска-2019», которая имеет статус одной из самых престижных и масштабных выставок мебельной индустрии в Центральной и Восточной Европе. Ежегодно выставку посещают оптовые дистрибьюторы мебели более чем из 50 стран мира. Обычное бизнес-предприятие, если бы не одно «но». На данной выставке Беларусь продемонстрировала мебель из массива древесины, а также широкий ассортимент кованых изделий, сделанных руками
белорусских государственных рабов. Презентовала арабскую продукцию делегация Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь во главе с заместителем начальником управления организации производства и трудового использования спецконтингента Олегом Лощиновским. А теперь снова вернемся к ценам на такую мебель. Смотрите, шкаф за 544 рубля. Или вот такая кровать за 347 рублей. И к заработным листкам, которые вы видели в начале этого выпуска. 25 рублей за год, что составляет 10 евро и 60 центов. Это ни много ни мало 88 евроцентов в месяц. 10 рублей за год, что составляет 4 евро 44 цента. Это целых 37 евроцентов в месяц. А тут за 2 месяца заработная плата составила 1,39 копеек, что составляет 58 центов всего, или 29 евроцентов в месяц. И это я не озвучиваю каждый листок, потому что иначе наш выпуск растянется на долгие-долгие часы. Трудовое использование спецконтингента. Так завуалированно и элегантно белорусская власть называет государственные фирмы под крышей Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Беларуси, которые используют рабский труд. И, кстати, немало. 14 государственных предприятий, 2 филиала, 10 небюджетных мастерских, а с использованием комплектующих рабской продукции выпускает свою продукцию 44 промышленных предприятий Республики Беларусь. Но Департамент исполнения наказаний не ограничился только презентацией арабской продукции на выставке в Польше. До выставки в разное время состоялось посещение компании «Утау», предприятия «Лех», общества с ограниченной ответственностью «Стримлет», компании «Заклады машиновые» «Хамих», а также пытается достичь договоренностей с польской железной дорогой. Мы просим остановить поступление продукции, сделанной руками белорусских рабов, на международный рынок. Рабство в Беларуси должно быть прекращено. Мы не рабы. Рабы не мы. Вот так пашешь, как лошадь, целыми днями работаешь, а тебе никто даже хлебушка не предложит. Что это? То есть вы в буквальном смысле хотите заплатить едой?